Вы, наверное, хотите от меня объяснений, зачем и на каком основании я полез в эту образовательную деятельность. Я думаю, что я вам должен объяснение, я вам должен рассказать, кто я такой. Меня зовут Андрей Панюшкин. Ну, вы это и так поняли по названию канала, раз вы сюда попали. Я гражданин России. Я оказался в Испании случайно. Не могу вернуться сейчас в Россию из-за своей гражданской позиции. Вернее, могу, но не хочу, потому что я не считаю, что попасть в тюрьму – это какая-то особенная доблесть. И извне России, из Испании, то, что я сейчас делаю, мне кажется, приносит больше пользы, чем если бы я сидел где-нибудь в тюрьме в России, надо мной бы издевались, заставляли бы ехать на войну убивать украинцев. Я считаю, что я приношу пользу тем, что я делаю здесь, в Испании. Пользу прежде всего россиянам. Что касается оснований, почему я вам рассказываю о том или ином своем опыте. Ну, прежде всего, я прожил в России почти всю свою сознательную жизнь. Я занимался активно правозащитной деятельностью там. Я занимался активно бизнесом. Я работал как наемный сотрудник на себя, был собственником бизнеса много раз, учредителем, соучредителем. Первый свой бизнес я открыл в 1998 году. Это было интернет-кафе-игровой клуб. Первый я свой опыт получал параллельно с преподаванием в университете. Была тогда еще иллюзия, что можно осуществить какую-то мечту и заработать большие деньги или какие-то значительные деньги честным трудом. Вот. Сейчас я понимаю, что это была иллюзия. И параллельно с преподаванием в университете я занимался руководил этим бизнесом. Понятно, у меня были наемные сотрудники, но все равно вся ответственность была на мне. За бухгалтерию, за все. Так. Потом у меня был, опыт открытия совместного предприятия, ЗАО. И это очень интересный опыт в том плане, что хлебнул я лихо с соучредителем. Очень сложно оказалось выйти из соучредителей ЗАО, а нести ответственность другим человеком за то, что он не хочет платить налоги, а хочет просто получать деньги, совсем не хочется. Чудом, если честно, мне удалось выйти из состава учредителей этого ЗАО. Это отдельная история, конечно, очень веселая, в кавычках. Как-нибудь расскажу ее вам. Упс. Перебегаем дорогу в неположенном месте. Вот. Потом у меня был опыт работы в крупных IT-компаниях, в ведущих IT-компаниях. Это все легко гуглится на самом деле. То есть, если кто-то вдруг захочет взять на себя труд и нагуглить меня, можете по фамилии, по имени найти. Есть публикации, прям по годам
Да, собственно говоря, мой профиль висит на всяких там LinkedIn и прочем. И я прошел все пути, как обычный человек. Все пути от обычного наемного менеджера. То есть я был преподавателем, потом ушел с этой работы. Был обычным наемным менеджером. Делал все, как обычно в России принято. Помнится, и таскали мы и какие-то там кабель-каналы на 6-й этаж, и, короче, все делали. И переговоры, и командировки. Помотался я, учился параллельно. То есть я многое умею делать руками в IT. Когда-то у меня был действующий сертификат инженера по слаботочным сетям. То есть я знаю, как варить оптику, если что. Потом я руководил людьми как раз в области слаботочных систем. Был руководителем филиала, на тот момент крупнейшего системного интегратора в России, компания «Открытые технологии». Это для меня был бесценный опыт, я наизусть его запомнил эти годы. Да, пользуясь случаем, хочу передать привет мэру горячего ключа Белопольскому. Вот, у меня к нему неразделенные чувства, но не любви. И Сергей Викторович, докладываю, в Испании та же самая проблема, что и в горячем ключе. Гоняют дети на мотоциклах, полиция с ними борется, но бесполезно. Так что можете смело ссылаться на меня, как на эксперта, урбаниста. Проблема эта общемировая. И тут нету такого количества гравийных улиц, как в горячем ключе. Ну, какое-то количество я тут даже нашел специально для вас в центре города. Так что и это, считайте, общая проблема даже для благополучной Европы. Тоже есть гравийные улицы в центре города с не меньшими ямами, чем на Таранника. Ну, как я ее помню. Вот. После открытых технологий у меня было несколько разных бизнесов. Я занимался специализированным образованием для взрослых в области информационных технологий и проектного управления. Был опыт поставки оборудования, был опыт всяких сервисов. Наверное, самый после открытых технологий, все-таки самый интересный опыт — это то, как я был руководителем оператора связи одного из таких значимых операторов связи на юге России, даже не просто в Краснодарском крае, где у нас были филиалы от Анапы до Сочи, но были филиалы и у других субъектов Северного Кавказа или Южного федерального. Ну, тогда не был разделен на Северокавказский. В общем, у меня был такой большой опыт, большой коллектив. По-моему, больше 250 человек. Очень разнообразный был опыт. Во-первых, там были непростые учредители. Оставлю вам интригу. Не буду говорить, кто был учредителем в этом операторе связи. Это легко гуглиться. Вот. Во-вторых, мне пришлось пройти через процесс
ликвидации этого юридического лица. То есть я был ответственный за процесс ликвидации. Но, как вы понимаете, это сопоставимо с разводом. То есть это на самом деле такой травмирующий опыт для всего коллектива. Это очень стрессовый опыт. Я неплохо заработал. Я даже сказал бы, что я тогда очень хорошо зарабатывал и хорошо заработал как руководитель. Но я бы никогда не захотел повторять этот опыт. Это сильно травмирует. И, наверное, я настолько тогда устал, что решил вернуться в преподавание, в университет. Мне было тогда, это было, говорю о начале 2010-х, мне было тогда интересно написать докторскую диссертацию. Да, я кандидат физико-математических наук. Когда-то я считал, что этим интересно в России заниматься. У этого есть перспектива, но я на самом деле рад тому, что я ушел из науки в России, из преподавания, потому что, как мне предлагали занять кафедру, быть заведующим кафедрой, нести ответственность за 25 преподавателей, за учебный процесс. Если бы я в это дело встрял, я человек упрямый в достижении целей, ответственный, и я, наверное, бы не смог уйти, знаю, что от меня зависит большое количество коллег. Вот. То есть я был просто преподавателем, вел интересные такие прям топовые курсы на физико-техническом факультете, на этой кафедре, где я преподавал. Это были курсы по дистанционному обучению, это были курсы по сетям и системам связи. То есть я преподавал и программирование когда-то, фронт-энд, не бог весть что на самом деле. Не буду себе присваивать какие-то лавры. Я не считаю себя каким-то выдающимся программистом или там каким-то выдающимся системным администратором. Я неплохой организатор. Да, в этом есть у меня таланты. То есть я умею работать с людьми, с коллективами. Несмотря на то, что я честный человек, открытый, но в силу уже накопленного жизненного опыта научился сдерживать свои порывы в общении с коллегами, с подчиненными, с руководством. Когда-то умею промолчать. Это очень важно. Так вот, да, я занимался преподаванием некоторых курсов. К сожалению, опять убедился в том, что на этом уже у меня появился ребенок. Я убедился в том, что на этом особо не заработаешь, на преподавании. Честно скажу вам, жутко боюсь брать взятки. Жутко боюсь, потому что в учебных заведениях очень легко погореть. И поэтому на окладе, как вы сами понимаете, далеко не проедешь. Вот. А семья, она, особенно когда маленький ребенок, требует существенных расходов. Поэтому пришлось опять пойти работать на дядю. Тем более пригласили бывшие коллеги поработать. Поработал я в Санкт-Петербурге. Смог сравнить бизнес-этику юга России и культурной столицы.
есть свои плюсы и минусы. Не хочу сейчас в это вдаваться, это отдельная тема для рассказа. Мы разные, это точно нужно сказать, мы разные. Вот. И, видимо, я понял, что мне становится уже тесно в рамках России, да, вы будете смеяться. Я пошел работать на иностранные компании. В это время успел поучиться в английском колледже, ну, то есть в университетском центре Blackburn College на севере Англии. Получил диплом проектного управляющего в образовании, потому что я считаю, что, конечно, образование — это прям один из столпов цивилизации. Вот так, да, звучит пафосно, но это так. Мы буквально построили всю цивилизацию вокруг процесса образования. То есть вначале это была устная передача легенд около костра и какая-то наскальная живопись. Возможно, рисовали на песке. Потом, особенно с появлением книгопечатания, это все совсем другое уже. То есть я считаю, что образованием заниматься, ну, просто мое призвание. И все время на это учился. Был вовлечен в учебные процессы, был учредителем учебных организаций, настоящих, не фейковых онлайн-школ, где продаются какие-то тренинги с накрученными отзывами, чеками и прочим. Вот эта вся новомодная пытаюсь подобрать слово. Истерия, если хотите, потому что все сейчас, вот буквально сегодня смотрел, все позиционируют себя как какие-то там коучи, какие-то там курсы продают. И, честно говоря, при такой массовости, мне кажется, что это все липа. Вот. Значит, после обучения в Англии подтянул свой английский чуть-чуть. Почему чуть-чуть? Потому что надо все-таки понимать. Одно дело, когда ты общаешься с преподавателями и коллегами в университете, а другое дело, когда ты приезжаешь в Ливерпуль, и там такой акцент, который даже жители Манчестера не могут понять, соседнего крупного мегаполиса. Поэтому знание английского — это относительно. Все равно. Вот. Работал в иностранных компаниях на удаленке. Одно время работал в Бельгии, на стороне заказчика, как говорят. То есть был экспертом техподдержки крупного международного холдинга. Если хотите, эникейщик 80-го уровня. Ну, я так с юмором отношусь. Вот. И это же понятно, что я был на самом деле организатором техподдержки 3-го уровня. Было много филиалов в разных странах Европы. Приходилось за все это дело отвечать. Тоже опыт, ребята, если честно, незабываемый. У меня прям, что не место работы, то незабываемый опыт. Везло. Вот. Потом я работал на австралийскую компанию на удаленке, уже из России. Вернулся к семье. Вот. И, видимо, вот это вот визиты мои в Европу, то по поводу обучения, то по поводу работы, постоянное общение с людьми из разных стран
что-то во мне изменили, и я понял, что я должен заниматься правозащитной гражданской активностью, поскольку я переехал в Горячий Ключ из Краснодара, мне хотелось сохранить экологию этого уникального места. Вот. Я занимался, соответственно, там и экологической деятельностью. Ну, не только по Горячему Ключу, в целом участвовал в деятельности по Краснодарскому краю, но, скажем так, отвечал за то, чтобы в Горячем Ключе не становилось хуже. Вот краткий курс ВКПБ. Да, и потом, как вы все уже знаете, с кучей публикаций, приехал отдохнуть во Францию, вот до сих пор нахожусь на отдыхе. Как вы, по-моему, у меня, ну, то есть, если опыт у меня, я начал Кубань Турист. Первый я, по-моему, первая запись трудовой книжки у меня была Кубань Турист. Меня наняли для того, чтобы я провел там обучение сотрудников. Это, по-моему, 96-й год. То есть я начал свою трудовую деятельность с 96-го года, еще будучи студентом. Плюс я еще и работал в лаборатории в университете. Да, это 96-й год, когда началась моя трудовая деятельность. Я официально начал получать зарплату. Предпринимательской деятельностью занялся с 98-го года. И, наверное, я заставлю себя вспомнить, это было что-то. То есть, чтобы вы понимали, насколько это буквально life-changing experience. Прошли несколько десятков лет, но меня встречали взрослые люди в Краснодаре, и они подходили ко мне, я, естественно, их не узнавал, столько лиц поменялось за все это время. Подходили ко мне, дергали меня там за одежду или как-то там останавливали, говорят: дядя Андрей, а вы меня помните? Я у вас там в 98-м, 99-м году участвовал там в каком-нибудь турнире по Counter-Strike или Warcraft, была ж такая игра, да? Представляете, да? То есть это называется, если ты смог, как я смог, выдержать несколько лет, руководя собственным интернет-кафе / компьютерным клубом с детьми в 90-х, в лихих 90-х, пережить кризис 98-го года, надо же было открыться в этот год и продать этот бизнес, и выйти с прибылью. Я считаю, что после этого можно открывать Apple или Google. Готов ко всему. Ну вот, собственно говоря, теперь вы знаете обо мне ровно столько же, сколько мои работодатели предыдущие. Вы знаете, зачем вам нужно меня слушать, почему вам нужно мне доверять. Я рассказываю не о чужом, а о своем опыте. Он субъективен, зато это буквально дистиллированная правда. Вот. После всего этого с вас подписка, комментарий. Надеюсь, понравилось, как я вам под закат рассказал свою историю жизни. Поэтому поставьте лайк, расшарьте. На самом деле я повторил то, что говорил в нескольких предыдущих интервью. Но теперь все в сжатом виде. Всем спасибо. Пока.